Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Блеск. Хочу поделиться с вами идеей, как просто и дешево сшить рулонную штору. Нет, я не собираюсь покупать специальный подъемный механизм. Обойдемся тем, что имеется под рукой, и сконструируем свою систему управления. Такие шторы обойдутся дешевле, чем портьеры или гардины, потому что ткани потребуется более чем в 2 раза меньше. Также они облегчают доступ к подоконнику с комнатными растениями, а в зимний период и к батареям, где можно погреться или досушить постиранные вещи. Рулонные шторы обычно крепят на оконной раме, но зимой, мне кажется, это неуместным. Если окно пластиковое, то на стекле часто собирается конденсат, ткань будет намокать и заплесневеет. Поэтому я повешу штору с внешней стороны окна. Ткань в этом случае должна быть шире оконного проема и перекрывать откосы. Поэтому с обеих сторон от проема добавляем по 5-10 см, смотря насколько выступает подоконник. Длина ткани – это высота от карниза до подоконника, плюс загибы на карниз, утяжелительную планку и припуски на швы. Но обо всем по порядку. В роли подъемного механизма я использую 2 шнура, к низу которых прикреплю кисточки для удобства, красоты и утяжеления. Кому интересно, у меня на канале есть видео, где я показываю, как сделать такие кисточки. Под видео кину ссылку. Эти хвостики мне не нужны, я их укорочу и спрячу. Вводим крючок под нити и втягиваем хвосты внутрь кисточки. Берем иглу с достаточно широким ушком, чтобы протянуть в него шнур. На конце шнура закрепляем узелок. Иглу с веревочкой продеваем снизу вверх через вершину кисточки. И закрепляем нить сверху. Шнур можно взять декоративный, толщиной приблизительно 2-3 мм, под цвет шторы или стены. Мой, возможно, слишком тонкий, но крепкий. Разорвать его я не смогла. Цвет белый в тон стенам. Раз под рукой оказался такой, покупать специально декоративный, потолще, не вижу необходимости. Длина должна быть приблизительно в 1,5 раза больше высоты окна. Теперь, что касается ткани. Можете брать любую, которая вам подходит по цвету и плотности, но избегайте тянущихся полотен. Главное, чтобы она легко наматывалась на карниз и при необходимости защищала вас от солнечных лучей или посторонних взоров. Я взяла одно из полотнищ гардины, которое висело на окне до этого. Ширина как раз 1,5 метра, что соответствует ширине моего оконного проема. То есть из занавесок на одно окно можно сшить 2 рулонные шторы на 2 окна. Поскольку ткань у меня шторная, то боковые стороны подшивать не нужно, края уже оформлены. Но если вы берете обычный отрез ткани, то может потребоваться сделать загиб на изнаночную сторону и прошить его. Тогда при раскрое добавьте к ширине шторы припуски на швы. Верх полотна нужно закрепить на карнизе. Для этого делаем кулиску. Край загибаем на изнаночную сторону на 1 см, а потом еще раз загибаем уже на ширину трубки карниза и прошиваем по краю загиба. Эту ширину нужно рассчитать так, чтобы трубка плотно сидела в кулиске и ткань не проворачивалась. Можете придумать и другой способ крепления. Например, проделать в трубке несколько сквозных отверстий и прошить, привязать через них ткань. Или использовать застежку-липучку. Снизу шторы также делаем карман для утяжелительной планки. Его ширина должна быть чуть больше ширины планки, чтобы она свободно продевалась в карман. Труба у меня от старого карниза. На обоих концах просверлили сквозные отверстия, чтобы в них закрепить шнуры. Продеваем трубу в карман. Вот как это выглядит. Накручиваем ткань на трубку. В качестве утяжелительной планки я взяла оконный штапик. Его длина должна быть на 1-2 см меньше ширины шторы. Помещаем его в нижний карман. Теперь продеваем шнуры в крайние отверстия карниза и закрепляем узлом.
Прячем его в середине трубы и наматываем шнур на трубу с одной стороны. Надеваем на карниз заглушки, чтобы намотка не слетела. В стены над окном по обе стороны мы вкрутили крепежные элементы. Такие продаются на базарах и состоят из двух дуг, которые соединяются болтами. Вкладываем трубку и закрываем второй дугой. Прикручиваем, но не до конца. Труба должна свободно прокручиваться. Шнур с одной стороны, где он накручен, немного отматываем, чтобы его можно было достать. Тянем за него, штора опускается. А шнур с другой стороны наматывается, но в противоположную сторону. Кисточка поднимается в тот час, как мы опускаем кисточку с нашей стороны. Чтобы поднять штору, переходим на другую сторону и дергаем за кисточку уже там. Штора сматывается, а первая кисточка поднимается. Вот такой простой и дешевый механизм. Надеюсь, что эта задумка кому-то пригодится. Возможно, у вас есть свои идеи. Тогда поделитесь ими в комментариях. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем мастерить вместе. Спасибо за внимание и всем пока!